Друзья, я очень рад сегодняшнему эфиру, потому что у нас в гостях действительно выдающийся человек, один из ведущих апологетов современности, человек, который вступал в дебаты с ведущими атеистами, такими как Ричард Докинс, Питер Сингер, Кристофер Хитченс и с многими другими людьми. Он внес широкий и огромный вклад в развитие апологетики по всему миру, автор многочисленных книг, многие из которых переведены на русский язык, в том числе «Человек и его мировоззрение», «Где Бог в коронавирусном мире», «Христианство, опиум или истина» и многие другие труды, которые вы можете прочесть на русском языке. Друзья, доктор Джон Леннокс – это профессор математики в Оксфордском университете, один из доцентов при Оксфордском центре христианской апологетики и один из сотрудников служения Рави Захариаса. И сегодня у нас в гостях, и он ответит на самые интересные и актуальные вопросы о его служении, о развитии христианской апологетики. Доктор Леннокс, для меня большая честь. Я даже не верю, что такой момент наступил, когда я могу вот лично говорить с вами и передать свои искренние приветствия, искреннюю благодарность за ваше служение, за ваш труд. Я читаю ваши книги, смотрю ваши лекции, дебаты на протяжении многих лет, и они многократно укрепляли мою веру. Спасибо вам огромное, доктор Леннокс, за ваше служение. Большое спасибо. Я очень рад вас видеть. К сожалению, я забываю очень быстро русский язык. Я люблю русский язык, но это лучше для вас, если я прочитаю и на английском языке с переводчик. Я очень рад, и мы будем видеть, если я могу понимать немножко русский язык сейчас. Это не проблема. И сегодня, как всегда, наш коллега и друг Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований, будет нам помогать. Он будет сегодня переводчиком. Я же буду задавать вопросы доктору Ленноксу. Итак, друзья, давайте начнем. Начнем с первого вопроса. Как обычно, мы хотим узнать о том, чем занимается доктор Леннокс и кто он по своей профессии. Доктор Леннокс, расскажите нам, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь, какие ваши основные работы и вот что вы считаете наиболее значимым из того, что вы сделали в своей жизни как апологета. Это первый вопрос. I come from Northern Ireland. Я родился на севере Ирландии. And my parents were unusual people. И мои родители были необычными людьми. Northern Ireland is sadly famous for religious fighting. К сожалению, Северная Ирландия известна своими религиозными войнами. And my parents were Christian. И мои родители были христианами. But they were not sectarian. Но они были не сектантами. And they tried to employ people from both sides of the religious divide. И они пытались брать на работу людей с обоих сторон религиозного раскола. And that was dangerous. Это было очень опасно. And my father's store was bombed several times because of it. И из-за этого магазин моего отца несколько раз взрывали. And I asked him once, why do you take this risk? Однажды я спросил его, почему ты так рискуешь? And he said, the Bible tells us that all men and women are made in the image of God, no matter what they believe. И он сказал, Библия говорит нам, что все мужчины и женщины созданы по образу Божьему, независимо от того, во что они верят. And I want to treat them like that. И я хочу относиться к ним соответственно. That impressed me very deeply indeed. И это оставило на мне очень глубокий отпечаток. And it has become very important for me when I am debating people sometimes who are quite hostile to me. И это до сих пор важно для меня, когда я вступаю в дебаты с людьми, которые иногда ведут себя по отношению ко мне очень враждебно. It is very important for me to do it with respect, even though I deeply disagree. Для меня очень важно дискутировать с ними с уважением, даже если я очень глубоко не согласен с ними.
The second thing my parents did for me И вторая вещь, которую мои родители для меня сделали, is that they gave me space to think for myself. они дали мне возможность думать своей головой. They did not force their Christian convictions on me, Они не навязывали мне свои христианские убеждения. but they encouraged me to think. Они побуждали меня думать. And they opened the world of the Bible to me Они открыли мне вселенную Библии in a very intelligent way, очень разумным образом. so that I came to see that the Bible was dealing with the basic problems of human existence in a rational way. И я увидел, что Библия очень рациональным образом отвечает на вопросы, самые важные вопросы, связанные с человеческим бытием. But my parents also encouraged me to read other worldviews. Но мои родители также побуждали меня читать и книги о других мировоззрениях. And this was very important. So from my boyhood, I was interested in why is Christianity true? Это было очень важно, и с тех пор, когда я еще был маленьким мальчиком, я задавался вопросом, почему именно христианство истинно. I was interested in many things. I was interested in languages and literature. Меня интересовало очень много предметов, вопросов. Меня интересовали языки, меня интересовала литература. I originally wanted to be an engineer, an electrical engineer. И изначально я хотел быть инженером-электриком. But in the end, I studied mathematics at Cambridge. Но в конце концов я стал изучать математику в Кембридже. So the big questions for me were these. И самые главные вопросы для меня выглядели таким образом. Where does mathematics fit in science? Где место математики среди наук? And where does science fit in our understanding of the world around us? И где место науки в нашем понимании окружающего нас мира? Does science tell us everything? Объясняет ли нам наука все? Or do other things like philosophy and psychology and history and indeed human experience tell us more than science can? Или другие вещи, такие как философия, история и простой человеческий опыт, сообщают нам то, чего не может сообщить наука. Now, when I was a boy, my father introduced me to the writings of C.S. Lewis. И когда я еще был мальчиком, мой отец познакомил меня с сочинениями Клайва Льюиса. That was very important. Это было очень важно. Because I have never known what it is like to be an adult and not believe in God. Потому что я не знал, что значит быть взрослым и при этом не верить в Бога. C.S. Lewis was an atheist until his mid-30s. Клайв Льюис был атеистом до тех пор, пока ему не исполнилось 30 с лишним лет. And his writings helped me to understand the way in which atheists think. И его сочинения помогли мне понять, как мыслят атеисты. One more little thing that will explain where I'm coming from. И еще одна маленькая деталь, которая поможет показать, откуда я, где мои корни. In my first week as a student, В самую первую неделю моей студенческой жизни another student said to me, "Do you believe in God?" другой студент спросил меня, веришь ли ты в Бога? And then he said, "Oh, sorry. You're Irish. I should not have asked you that question." И он тут же осекся и сказал, прости, ты же ирландец, я не должен был тебя спрашивать. All you Irish believe in God and you fight about it. Все вы, ирландцы, верите в Бога и деретесь из-за этого. Now, of course, I had heard that question many times. И, конечно, мне задавали этот вопрос много раз. But it was a challenge. Но для меня это было непросто.
Are my Christian convictions simply the result of Irish DNA, Irish genetics? Вопрос был в том, являются ли мои религиозные убеждения просто следствием моего ирландского происхождения, моей ирландской ДНК. Now I was in Cambridge, and I had opportunity to meet people who did not share my worldview. Но теперь я оказался в Кембридже, и у меня появилась возможность познакомиться с людьми, которые не разделяли мое мировоззрение. I decided in that first week to befriend people who did not share my worldview. И в ту первую неделю я принял решение подружиться с людьми, которые не разделяли мое мировоззрение. And I've been doing that all my life. И этим я занимался всю свою жизнь. So that's basically my background. I studied at Cambridge. Вот в двух словах моя история. Я учился в Кембридже. I did a doctorate in mathematics at Cambridge. Я написал докторскую диссертацию по математике в Кембридже. I did some postdoctoral research in Germany and learned to speak German. Потом, по окончании докторантуры, я занимался исследованием в Германии, научился говорить по-немецки. And then I started to learn Russian in order to translate mathematics from Russian into English. Потом я начал учить русский язык для того, чтобы переводить математические работы с русского на английский. The reason for that is that I was not paid very much and I needed to earn some more to support a growing family. И причина была в том, что мне не очень много платили, и нужно было заработать немножко денег, чтобы содержать свою растущую семью. Russian translation was very hard work. Перевод с русского был очень трудной работой. But it did help. Но мне помогло заработать. I never thought in those days that one day I would be able to visit the Russian-speaking world. И тогда мне в голову не приходило, что однажды мне удастся посетить русскоязычный And we'll мир. come to that later, but that has been a very rich experience for me. Мы еще вернемся к этому позже, но для меня это было очень богатое ощущение, очень интересное ощущение. And I suppose the most important thing for me was I decided at the very beginning of student life. И думаю, самое важное для меня было то, что в самом начале своей студенческой жизни я принял решение, Christianity is true. что христианство истина. And therefore, I am going to be involved in the public defense of the Christian faith. И, следовательно, я буду заниматься публичной защитой христианской веры. That is what apologetics is. В этом и есть суть апологетики. Unfortunately, we have made a word both in English and Russian, apologetica. К сожалению, и на русском, и на английском языке мы придумали слово апологетика. But it's simply a Greek word. Но, по сути, это греческое слово. And it means defense. Оно означает защита. Our world is very complicated. Мир, в котором мы живем, очень сложен. There are many philosophies and worldviews. В нем много философии, много мировоззрений. And when I say to people that I believe in God, there are many questions. И когда я говорю людям, что я верю в Бога, они задают много вопросов. There are many misunderstandings. И во многом они не понимают меня. So one needs to explain and defend the Christian message. И поэтому нам необходимо объяснять и защищать христианскую весть. And sometimes we do that with arguments, of course. Иногда мы делаем это с помощью разумных логических аргументов. It's very clear in the New Testament that Jesus and his apostles used argument all the time. И из Писания, из Нового Завета очень очевидно, что Иисус и апостолы все время пользовались разумными доводами. They reasoned with people everywhere. Они логически рассуждали с людьми повсюду. But the main apologetic, the main argument they had was the transformation of life that Jesus brought to them.
Но самая главная апология, самая главная защита, которую они предлагали, это были измененные жизни, жизнь, измененная Иисусом. The word apologetics occurs in the book of Acts. Слово апологетика встречается в книге Деяний. Paul gave his apologia. Павел предлагает свою апологию. And in every case, he told people what had happened to him on the Damascus road. И в каждом случае, каждый раз он рассказывал людям о том, что случилось с ним на дороге в Дамаск. He did use argument. Он использовал разумные аргументы. He was a brilliant man. Он был очень талантливый, гениальный человек. But number one was his experience of God. Но на первом месте стоял и опыт его богообщения. Why do I say that? Почему я так говорю? Because many people think that apologetics is philosophy for clever Christians. Многие люди думают, что апологетика – это философия, адресованная или предназначенная для высоколобых, умных христиан. That's not quite true. Это совсем не так. The Apostle Peter in 1 Peter 3:15 Апостол Петр в своем послании says that we are always to be ready to give a defense, an apologia, to everyone that asks us a reason for the hope that is within us. говорит: будьте всегда готовы дать отчет в своем уповании спрашивающему вас. There is no special class of apologists. Нет какого-то специального класса, какого-то специальной группы апологетов. All believers are called upon to give defense. Все христиане призваны защищать то, во что они верят. In whatever way they can. Как только они могут. And I think a better definition of apologetics is persuasive evangelism. И я думаю, что более хорошее определение апологетики – это убедительное благовестие. So that's the first question, I think. Думаю, это и есть мой ответ на первый вопрос. Здорово. Это действительно увлекательная история о вашей жизни. И хотелось бы теперь узнать подробнее о том, как проходило ваше служение в СНГ, в России, Украине. То есть как вы оказались там, и вот как получилось, что вы там служили, и вот что вы можете сказать о вашем опыте, что вам понравилось, что запомнилось, что особенно было близко в этих местах. In 1989, В 1989 году the Berlin Wall collapsed. It fell. It was knocked down. рухнула, была разобрана Берлинская стена. And almost immediately after that, there was a great demand to have Russian mathematicians visit the United Kingdom. И почти сразу после этого возникла необходимость, потребность в том, чтобы русские математики посетили Соединенное Королевство, Англию, Британию. Because there were many brilliant Russian mathematicians, and there still are. Потому что в России было и до сих пор есть много гениальных математиков. And people in the West wanted to talk to them and hear the results. И люди на Западе хотели пообщаться с ними и услышать о результатах их исследований. And so there was an agreement between the Academy of Sciences in the USSR and the United Kingdom. И было заключено соглашение между Академиями наук СССР и Объединенного Королевства, That a Russian mathematician could come to England for 1 week if an English mathematician went to Russia for 1 week. Что русский математик может приехать в Англию на 1 неделю, если при этом британский математик сможет на неделю поехать в Советский Союз. But 1 week was far too short. Но 1 неделя это было слишком мало. And often British mathematicians did not want to go away for very long. И зачастую английские математики не хотели надолго уезжать. But my wife encouraged me to go to Akademgorodok for 2 months. Но моя жена подтолкнула меня, побудила меня отправиться в Академгородок на 2 месяца. Now that is how I came to be in Russia.
I also visited Ukraine and Belarus and lectured in the Academy of Sciences in each of those countries and in the universities. Так я Mainly, оказался, I spent time in Russia. так я оказался в России, но я также посетил еще и Украину, и Беларусь, и выступал в академиях наук этих государств, и также в университетах, но больше всего времени я провел в России. And I saw when I got to Akademgorодок that very few people spoke English. И когда я оказался в Академгородке, я увидел, что очень немногие люди говорят по-английски. So I had to speak Russian Мне пришлось говорить по-русски. for hours every day. Часами, каждый день. It was a very fast learning curve. Мне пришлось очень быстро учиться. I think I hold the world record for the maximum number of mistakes you can make in Russian in half an hour. Думаю, я до сих пор обладатель мирового рекорда по количеству ошибок, которые за полчаса можно сделать, говоря по-русски. But people were very kind Но люди были очень добры ко мне. and they encouraged me to talk Russian. И они просили, чтобы я говорил по-русски. And because I had translated many mathematical articles, И поскольку я перевел много статей по математике, I was able to give my mathematics lectures in Russian. я смог читать лекции по математике на русском языке. And not many British people could do that. Мало кто из англичан может то же самое And сделать. that opened every door for me. Для меня это открыло все двери. But what was very interesting is what happened in the questions after my lectures. Но самое интересное, что происходило, это были вопросы, которые задавали мне после лекции. They would ask me polite questions about my work. Люди задавали мне вежливые вопросы о моей работе, And then they would say, may we ask you some other questions? а потом спрашивали, а можно задать вам несколько вопросов других? Now remember, this is the early 1990s. Не забывайте, это самое начало 90-х годов прошлого века. So I said, конечно, please ask. Я говорил, конечно, задавайте. And they would say, we hear that you believe in God. Why? И они говорили, мы слышали, что вы верите в Бога. Почему? And of course, that would never happen in a Western university. Конечно, в западных университетах такого никогда не бывает. And I discovered there was an immense interest in hearing how I, as a university professor, could believe in God. Я увидел, что у людей есть огромный интерес к тому, каким образом я, университетский профессор, верю в Бога. Now, the rector of the University of Novosibirsk was an academic in my field of algebra. Ректор Новосибирского университета был академиком и специализировался как раз на моей области в алгебре. And it was suggested that he might invite me to give a lecture on my Christian convictions. И появилась идея, что он может пригласить меня прочитать лекцию относительно моих христианских убеждений. He first said no, Сначала он сказал нет. because he thought I was a priest. Он подумал, что я священник. And apparently he didn't want a priest to speak at the university. И, вероятно, он не хотел, чтобы священник выступал в университете. But he was told that I was a mathematic. Но потом ему сказали, что я математик. Oh, he said, why didn't you tell me that before? О, сказал он, почему вы не сказали мне об этом раньше? Mathematicians are harmless. Of course he can speak. Математики безвредны, пусть приходят и говорят. So they gave me 2 lectures. И они позволили мне прочитать 2 лекции. Почему я как математик христианин? And then a mathematician explains why he believes in God. И вторая лекция называлась «Математик объясняет, почему он верит в Бога». And I'll never forget that, Я никогда этого не забуду. because we were given a small room in the university library.
Нам выделили маленькую комнатку в университетской библиотеке, So 20-30 seats. где-то 20-30 сидячих мест. And I went in and the seats were all full. Я захожу, и все сидячие места заняты. And we were about to start when someone said, just look outside. И мы уже собирались начинать, когда кто-то говорит, вы только посмотрите наружу. And there were 500 people in a line waiting to get in. И там 500 людей стояли в очередь, желая войти. Many professors. Многие из них были профессорами. And of course, that made a huge difference. И, конечно, это очень сильно изменило расклад. Well, what we did was we moved out into a large lecture theatre. И тогда мы вышли из этой маленькой комнаты в большой амфитеатр. And as we went through the door, I noticed the name on the lecture theatre. И когда мы входили в это помещение, я увидел имя, написанное над входом. A.E. Maltsev. А.И. Мальцев. And I thought, how interesting. Я подумал, как интересно. The very first mathematics paper that I translated into English was by A.E. Maltsev. Самая первая работа по математике, которую я перевел на английский язык, была написана А.И. Мальцевым. And it was a terrifying experience. Это было ужасающее событие. I said some things in Russian. Что-то я говорил по-русски. And then it was translated. А потом меня переводили. And at the end, the people were absolutely ecstatic with interest. А в конце люди просто, из них просто истекал интерес. I'll tell you two things that happened if you're interested. И если вам интересно, расскажу вам о двух вещах, которые тогда произошли. Are you? Вам интересно? Да, конечно. Yeah. First thing that happened was that a young physicist came to me, a student. Во-первых, ко мне подошел студент, молодой физик. And he said, we invited the most famous atheist in Siberia to come and destroy you tonight. И он сказал, мы тут пригласили самого известного атеиста в Сибири, чтобы он пришел и вас уничтожил. And I said, where is he? Я спросил, а где он? He said, he went out at the beginning of the questions. И студент сказал, когда начались вопросы, он ушел. And he said, if that's all atheism can do, then that's atheism finished for me. И студент сказал, если это все, на что способен атеизм, тогда я с атеизмом покончил. Now he said, I know 100 students who are physicists and all speak English. И он сказал, я знаю 100 студентов-физиков, которые все говорят по-английски. Please meet us tomorrow night because we have many questions. Давайте встретимся завтра вечером, потому что у нас много вопросов. So I did that. It was wonderful. И я встретился с ними, это было чудесно. The other thing is that an elderly professor came to me. И вторая вещь была в том, что ко мне подошел пожилой профессор. And he said to me, est-ce que vous parlez français? Do you speak French? И он спросил, говорите ли вы по-французски, на французском. And I said, yes, I do. Я сказал, да, говорю. Oh, he said, that's very good. I am a professor of linguistics. Он сказал, замечательно, я профессор филологии. And you need a cup of tea. А вам нужна чашечка чая. I said, oh, yes, please. Я сказал, конечно, да, So he пожалуйста. said, come with me to my department. Он сказал, пойдем ко мне на кафедру. And it was lovely. He put his arm around me. Это было совершенно чудесно. Он обнял меня. And he said, I'd like to tell you that there are more people here tonight that are interested in what you have to say than you would ever imagine. И он сказал, сегодня здесь гораздо больше людей, которым интересно услышать то, что вы скажете, чем вы можете себе представить. The final thing is that there was a journalist there. И, наконец, последний момент, там был журналист. Who worked for the newspaper of the Academy of Sciences, Poisk. Он представлял газету Академии наук «Поиск», если я правильно понял. And as a result of that,
I got into contact with the chief editor of Poisk И в результате я познакомился с главным редактором этой газеты and published quite a few articles on Christianity and science in Poisk over a number of years, but that's another very long story. и в течение следующих лет опубликовал в этой газете несколько статей, посвященных взаимоотношениям науки и христианской веры. Но это совсем другая, очень длинная история. So that is how I came to be in Russia. And as a result, I visited several times over the years. And I must say, I fell in love with borscht and щи. Вот так я оказался в России, и потом несколько раз еще приезжал, и должен признаться, что я влюбился в борщ и щи. And there's another very important thing I like. Есть еще одна очень важная вещь, And we которая мне cannot нравится. get it in England. В Англии ее невозможно найти. Smetana. Сметана. So that's a little account of how I came to be in Russia. Вот короткий рассказ о том, как я оказался в России. Это невероятные истории, и я думаю, многие из нас слушают их впервые, и это просто удивительно, как Бог действительно работает в жизни людей. Слава Богу за этот опыт. Хотелось бы также узнать, какие русские писатели и, возможно, математики повлияли на вас, на ваше мышление, и какие идеи вот вас вдохновили, возможно, как-то побудили трудиться в этих сферах. Вот что вы можете об этом сказать, доктор Леннокс? Well, I have said that Russian mathematicians are very famous, and I had read quite a lot of Russian mathematics before I went to Russia. Как я уже сказал, русские математики очень известны, и я довольно много читал русских математических публикаций, прежде чем я приехал в Россию. For example, the textbooks of Alexander Kurosh on group theory, Например, учебники Александра Куроша по теории групп, если я правильно перевожу. or the work of Sergei Chernikov, who was in the Academy of Sciences in Kiev, Или работы Сергея Черникова, который работал в Академии наук в Киеве. and I actually helped to translate a famous book by academic Sergei Adyan. И я также участвовал в переводе книги, написанной академиком Сергеем Адяном. So there are many famous mathematicians, Так что известных математиков очень много. but Russian literature has interested me. Но мне всегда была интересна русская литература. When I was a teenager, I read the book The Destiny of Man by Nikolai Berdyaev. Еще подростком я прочитал книгу «Судьба человека» Николая Бердяева And Vladimir Solovyov. И книги Владимира Соловьева. But one of the most important writers for me is Fyodor Dostoevsky. Один из самых значимых для меня писателей – это Федор Достоевский. The famous statement he made, «Если Бога нет, то и все позволено». У него есть знаменитое высказывание: «Если Бога нет, то все позволено». Now that's a very important thing. That discusses the origin of morality. Это очень важно. Здесь речь идет о происхождении морали. And when I was in Akademgorodok the first time, И a когда Russian scientist said to me, я был в Академгородке в первый раз, русский ученый сказал мне: we thought we could get rid of God and retain a value for human beings. Он сказал: мы думали, что можем избавиться от Бога и при этом сохранить ценность человеческой жизни. But we found that we could not. Но мы поняли, что это невозможно. Now, it's very important to say that when Dostoevsky said, «Если Бога нет, то и все позволено», he did not mean that atheists did not have morality. Of course they do. Очень важно заметить, что когда Достоевский сказал, что если Бога нет, то все позволено, он вовсе не имел в виду, что атеистов вообще нет. Атеисты лишены нравственности. Конечно, у них есть нравственность, есть мораль. After all, I believe that all men and women are made in the image of God. They are moral beings. В конце концов, я верю, что все
Мужчины и женщины созданы по образу Божьему, они все нравственные существа. And therefore they can behave morally. Следовательно, они могут вести себя нравственным образом. What Dostoevsky meant was that there is no rational ground for morality if God does not exist. Достоевский хотел сказать, что если Бога не существует, то не существует разумного основания для морали. Another author who was important for me is Alexander Solzhenitsyn. Еще один автор, который был для меня значимым, был Александр Солженицын. And then there are others, Sergei Bulgakov, Leo Tolstoy. А также Сергей Булгаков, Лев Толстой. And perhaps I would mention in particular a novel called «Муй», written in 1920. И, возможно, я упомянул конкретное название книги, которая называется «Мы». Написана она была в 1920 году. It was written by Yevgeny Ivanovich Zamyatin. Ее написал Евгений Иванович Замятин. And it inspired George Orwell to write his book 1984. И эта книга вдохновила Джорджа Оруэлла на написание его книги 1984. And both of those books inspired me to write my book 2084. И обе эти книги вдохновили меня написать свою собственную книгу под названием «2084». One of the things that has intrigued me about Russian philosophy and literature И одна из вещей, которая всегда была для меня загадкой, интересовала меня, удивляла меня в русской литературе и в русской мысли, is that some of your major writers, like Tolstoy, like Dostoevsky, and so on, they count as philosophers as well as brilliant literary geniuses. это то, что некоторые из ваших самых известных писателей, таких как Толстой, Достоевский, они считаются не только гениальными писателями, но и философами. And one of the brilliant ways of communicating philosophical ideas is not to write a textbook, but to write a novel. И один из гениальных, замечательных способов донести до людей философские идеи – это не писать учебник, а написать роман. So that's a little bit about my attitude to the Russian contribution to the world. Вот несколько слов о вкладе русской культуры в мировую культуру. Здорово. Обратите внимание, что вот уже несколько апологетов, включая вот Вильяма Лена Крейга, Джона Леннокса, они все говорят о том, что вот русские авторы, такие как Достоевский, Толстой и другие, они выражают блестящие идеи. Поэтому, друзья, читаете ли вы этих авторов? У нас есть уникальная возможность читать их в оригинале и понимать эти мысли. И совсем недавно доктор Крейг сказал, что он считает Достоевского даже более великим автором, чем Клайв Льюис. Поэтому у вас есть такая возможность, читайте книги, пока есть время и эти книги в доступе. Доктор Леннокс, давайте обратимся вот к вашей книге 2084, о которой вы только что сказали. Что побудило вас написать эту книгу и каковы основные ее идеи? Что вы думаете об искусственном интеллекте? Он как-то угрожает человечеству? Может ли он заменить человечество? Вот, достигнет ли он когда-нибудь уровня человека? Вот, что вы об этом думаете? Это вопрос номер 6. I think my book 2084 was written because artificial intelligence has become a very important concept. Думаю, я написал книгу 2084, потому что тема искусственного интеллекта стала очень важной идеей, очень важным понятием. First of all, there are two kinds of artificial intelligence. Прежде всего, можно говорить о двух разных видах искусственного разума, искусственного интеллекта. There is what is called narrow AI. Есть так называемый узкий ИИ, узкий искусственный интеллект. And that is the artificial intelligence that we are familiar with, that actually works. И это тот искусственный интеллект, с которым мы, в общем-то, знакомы, который сейчас работает, сейчас существует. It typically consists of a very powerful computer. И, как правило, он представлен в виде очень мощного компьютера, with a large database of information, обладающего очень большой базой данных,
and a program or algorithm that searches the database to recognize patterns. И программой или алгоритмом, который позволяет этой машине отслеживать алгоритмы. For example, we are in a time of coronavirus, which affects people's lungs. Например, сейчас мы живем во времена коронавируса, который воздействует на легкие человека. So we take 1 million X-ray pictures of diseased lungs. И мы берем 1 миллион рентгеновских снимков пораженных заболеванием легких. And we label them. The best doctors in the world label the pictures with the diseases they represent. И самые лучшие врачи в мире маркируют эти снимки, отмечают, какие болезни мы на этих снимках видим. They then take a picture of my lungs. Потом они делают снимок моих легких. And the artificial intelligence system compares my picture with the 1 million pictures. И система искусственного интеллекта, она сравнивает мой снимок с теми снимками, которые уже существуют, с миллионами снимков. And gives a diagnosis. И ставит диагноз. And these days, that diagnosis will normally be more accurate than I would get in my local hospital. И в наше время такой диагноз может оказаться более точен, чем диагноз, который поставят мне в местной больнице. So that's a very good and wonderful use of artificial intelligence. И это очень хороший, замечательный способ использовать искусственный интеллект. Artificial intelligence of that kind is also being used to find vaccines for coronavirus. И искусственный интеллект такого типа используется для поиска вакцины от коронавируса. But then pattern recognition has got other applications. Но вот это распознавание паттернов, неких образцов, получило и другое применение. It's very useful for police to use facial recognition technology to recognize criminals, say, in a football crowd. Например, полиция извлекает большую пользу из возможности распознавания лиц, например, возможность обнаруживать преступников в огромной толпе, собравшейся на стадионе. In England, there are more closed-circuit television cameras than in the entire United States. In London? England. England. В Англии больше камер непосредственно видеонаблюдения, чем во всех Соединенных Штатах. And they tell me that about every 5 minutes I appear on a camera. И мне говорили, что примерно каждые 5 минут я попадаю в поле зрения какой-то камеры. And of course, that raises problems of the invasion of personal privacy. И, конечно, это создает проблему вторжения в частную жизнь человека. And in some parts of the world, facial recognition technologies appear to be used to suppress minority groups. И, конечно, в некоторых частях нашего мира технологии распознавания лиц используются для угнетения меньшинств. So artificial intelligence raises ethical problems. То есть существование искусственного интеллекта порождает этические проблемы. But then there's a second kind of artificial intelligence. Однако есть и искусственный интеллект другого, второго рода. That's artificial general intelligence. Это так называемый общий искусственный интеллект. And the idea there is to try to create a system that can do everything a human being can do, only much better. И идея в том, чтобы создать систему, машину, которая может делать все то же самое, что делает человек, только лучше. You see, narrow AI does one thing that normally requires human intelligence. Как вы понимаете, узкий искусственный интеллект делает одну вещь, которая, как правило, требует участия человеческого разума. Like recognize a disease. Например, распознает болезнь. But now we're talking about the idea of creating a superintelligence. Но теперь мы говорим уже об идее создания сверхразума. Starting with perhaps existing human beings and using biological engineering to enhance their capacities.
Возможно, взять для начала человека, существующее человеческое существо, и усилить его способности методами биоинженерии. Now, it is there that I have great concerns. И вот здесь у меня начинаются очень серьезные сомнения. Right at the beginning of this interview, I said that human beings are made in the image of God. В самом начале нашей беседы я сказал, что человеческие существа созданы по образу и подобию Бога. But we have now in our generation the technological possibilities of changing the specification of human beings. Но уже сейчас в нашем поколении есть технологии, которые позволяют изменить саму спецификацию, саму суть, характеристики человеческого существа. And there are great dangers in doing that. И делая это, мы рискуем очень многим, мы навлекаем на себя большую опасность. Because we may not be able to reverse it if it turns out to be a catastrophe. Потому что если это обернется катастрофой, мы вполне возможно не сможем уже отыграть обратно. That means we have to face the question, what is a human being? И это означает, что нам нужно задать себе вопрос, ответить на него, что такое человек, что такое человеческое существо. And my motive for writing the book was principally to deal, yes, with the ethical problems, but to deal with this question, what is a human being? И причина, по которой я написал книгу, была, конечно, попытаться ответить на этические вопросы, но прежде всего пытаться ответить на вопрос, что есть человек. Because many of the super intelligent ideas are driven by atheist writers. Потому что очень многие идеи, связанные с созданием сверхразума, сверхинтеллекта, они продвигаются атеистическими авторами. And there is a danger in thinking, oh, it can be done, therefore it should be done. И идея, которая звучит, если это можно сделать, то это нужно сделать, в этой идее есть сокрыта большая опасность. But just a moment, are there no ethical considerations? Ну, разве нет никаких этических опасностей, этических вопросов, связанных с этим? Because, of course, attempts have been made in the past to alter the specification of human beings. Ведь в прошлом уже предпринимались попытки изменить суть, характеристики человека. Through very crude methods, of course, eugenics and this kind of thing. И для этого, конечно, используют очень грубые, примитивные методы, такие как евгеника. But now it's much more sophisticated. Теперь все гораздо более хитроумно. And that is why I wanted to say to people, look, Christianity has something to say about this. And it is very important that we think about what Christianity has to say. Поэтому я хотел сказать людям, что христианству есть что сказать по этому поводу, и очень важно, чтобы мы прислушались к тому, что христианству есть сказать. Let me give two examples of that. Позвольте привести вам два примера. One of the most famous writers on this topic is Yuval Noah Harari, an Israeli historian. Один из самых известных авторов, который пишет на эту тему, это Юваль Ной Харари, израильский историк. He has written a book called Homo Deus. Он написал книгу под названием Homo Deus. The man who is God, or the God man, or a God man. То есть человек, который есть Бог, или человека-бог. And he says that there are two items on the agenda for the 21st century. И он говорит о том, что перед 21 веком стоят две непосредственные задачи. The first thing is to overcome physical death by technology. Первая задача – это с помощью технологий победить физическую смерть. He thinks that physical death is simply a technological problem. Он думает, что физическая смерть – это исключительно технологическая проблема. And he thinks that this solution will mean that although people will die, they will not have to die.
И он думает, что решение в том, что хотя многие люди будут умирать, но люди не должны умирать. His second agenda item is to improve human happiness. И вторая задача, которая стоит перед человечеством, это повысить уровень счастья человека By biological engineering, методами биологического инжиниринга, by implanting human beings with various chips and all kinds of devices. с помощью внедрения в человеческое существо различных чипов и приборов. Now, when I read that as a Christian, I find it very interesting. Когда я, как христианин, читаю эту книгу, мне очень интересно. He hopes that we will solve the problem of physical death. Он надеется, что мы сможем решить проблему физической смерти. And I want to be very provocative and say he's too late. He is too. Late. The problem has already been solved. Я как бы хочу его спровоцировать и сказать, вы опоздали, проблему уже решили. Because the center of the Christian truth is that Jesus Christ rose from the dead. Потому что центральная истина христианства в том, что Христос воскрес из мертвых. Now, I believe that as a scientist, not simply as a Christian. Я верю в это как ученый, не только как христианин. Jesus Christ is God become human. Иисус Христос – это Бог, ставший человеком. He is not a prisoner of the laws of nature. Он не пленник, не узник законов природы. The laws of nature describe what normally happens. Законы природы описывают то, что происходит в обычной ситуации. If I drop an apple, Newton's law will tell me that it will hit the ground. Если я уроню яблоко, то, согласно закону Ньютона, оно обязательно упадет на землю. But Newton's law doesn't stop you catching it before it hits the ground. Но закон Ньютона не помешает вам поймать яблоко на лету. That's a very simple example, but it shows us the laws describe what normally happens. Не помешает вам поймать яблоко на лету, пока оно еще не ударилось о землю. Это очень простой пример, который показывает, что законы природы описывают типичная, обычная ситуация. God is not a prisoner of those laws. И Бог вовсе не ограничен, не связан этими законами. He can, as creator, feed something new into the system. Как творец этой системы, он может внедрить в нее, вбросить в нее что-то новое. And so Christians like myself claim that God raised Jesus from the dead. И поэтому христиане, такие как я, говорят о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Now, I could say a lot more about that if you wish me to, but I just want to make the basic point. Если вы захотите, могу сказать об этом гораздо больше, но вот в этом суть. Because the promise that Jesus makes to those who repent of the mess that they've made of their own lives and those of other people and trust him. Потому что обещание, которое Иисус дает людям, которые испортили собственную жизнь и жизни других, и тех людей, которые все-таки уверуют в Него, is that they will receive God's life and that they one day will be raised from the dead. Заключается в том, что они получат жизнь от Бога и однажды будут воскрешены. So Harari is too late. Поэтому Харари опоздал. Not only that, there is no evidence that Harari's solution is going to work. И мало того, нет доказательств, нет причин считать, что решение, предложенное Харари, сработает. And why is that? Почему так? Because human death is not just a technical problem. Потому что смерть человека – это не просто техническая проблема. According to the biblical worldview, death entered the world because of human rebellion and failure and sin. С точки зрения библейской, смерть вошла в мир в результате человеческого бунта против Бога, человеческого греха. That is, human death is connected with moral failure originally. То есть изначально человеческая смерть связана с моральным падением. And here's the problem. И в этом проблема.
There have been many attempts in the past to create utopia. В прошлые времена было предпринято много попыток построить утопию, And you know about that. и вам это знакомо. They have all failed. Все эти попытки провалились. Why? Почему? Because they avoid the problem of human sin. They have no solution to the Да. evil that is within human beings. Потому что все эти попытки игнорировали проблему человеческого греха. У них не было решения проблемы греха, который присущ человеческим существам. And that is where Christianity is unique. Именно в этом уникальность христианства. It doesn't compete with any other philosophy or religion. Оно не конкурирует с другими учениями или философиями. Because Jesus is the only one who credibly offers us forgiveness and peace with God here on earth. Потому что Иисус единственный, кто достоверным образом предлагает нам прощение и примирение с Богом прямо здесь, на земле. Not through our own merit. We can never deserve God's forgiveness. Не в обмен на какие-то наши заслуги, потому что мы никогда не можем заслужить Божье прощение. But through what Christ has done for us on the cross and in his resurrection. Но через то, что Иисус сделал для нас на кресте и своим воскресением. So that's the first thing. The problem of death has been solved. Это первое. Проблема смерти была решена. But now let's come to the second thing. Но теперь давайте поговорим о другой вещи. Harari wants to improve human well-being and happiness through all kinds of technology. Харари с помощью различных технологических ухищрений хочет улучшить благополучие и счастье человека. People want to live forever. Люди хотят жить вечно. At least some people. По крайней мере, некоторые из людей. And they have their bodies frozen and their brains frozen at great expense, hoping that one day the scientists will be able to upload their brains onto silicon and so preserve them forever. И люди ценой больших затрат замораживают свои тела, замораживают свои мозги в надежде на то, что однажды ученые смогут перенести данные из их мозга на какой-нибудь силикон, и это на какую-нибудь кремниевую основу, это поможет им жить вечно. But you see, Christianity has got there first. Но опять же, христиане туда пришли первыми. Because Christ promises everybody that trusts him that they will be uploaded into heaven at the resurrection of the dead. Потому что Христос обещает, что все, кто верует в Него, будут загружены на небеса, когда Он вернется. And you see, I believe that because there's far more evidence for its truth than there is for Harari's speculations. И я верю в это, потому что доказательств истинности его слов гораздо больше, чем доказательств всех этих умствований Харари. Now that's in my new book. I hope it gets translated into Russian very soon. И обо всем этом я говорю в своей новой книге. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем она будет переведена на русский. But the main point is this. Но главная мысль такова. That people are thinking about these scenarios of superintelligence and all this kind of thing. They're thinking about them. Люди думают об этих сценариях, связанных со сверхразумом и тому подобными вещами. Они об этом думают. So I say to them, look, if you're prepared to think about very speculative, futuristic scenarios like that. Я говорю им, если вы готовы рассуждать об этих спекулятивных, умозрительных, футуристических сценариях такого рода, then I think you ought to open your mind to the Christian revelation and to see what it has to say. Вы просто должны открыть свой разум навстречу христианскому откровению и услышать, что оно вам скажет. There has been enormous interest in my book. I've had many Zoom interviews in the last few months about it. И к моей новой книге уже есть огромный интерес, и я дал очень много интервью за последние несколько месяцев по этому поводу. And you ask, is it a threat to humans? Well, it could be.
Вы спрашиваете, угрожает ли искусственный интеллект человеку? Это возможно. Some people are scared. The late Stephen Hawking is concerned. А Was некоторые, concerned. некоторые действительно боятся этого. Покойный Стивен Хокинг этого боялся. And so many people have signed a document asking for the development of a serious ethics of artificial intelligence. И поэтому многие люди подписали документ, требующий создать серьезный этический кодекс, связанный с развитием, с разработкой искусственного интеллекта. But do we think that's likely to be successful in light of the history of the world? Но думаем ли мы, что эта попытка увенчается успехом с учетом истории нашего мира? There are clearly very great problems associated with it. But the wonderful thing for me is that Christianity gives me hope. Очевидно, что на этом пути есть огромные проблемы, но для меня важно то, что христианство дает мне надежду. Not only that, it tells me that human beings, model one, the human beings like ourselves, have got infinite value. Мало того, христианство говорит мне, что человеческое существо 1.0, первая модель человека, созданная Богом, она обладает бесконечной ценностью. It's not only that we're made in the image of God. Мы не просто созданы по образу Божьему. One of the most moving things for me is that we can see that human beings are special. Меня очень вдохновляет мысль о том, что человеческие существа особые, занимают особое место. Because God became one. Потому что Бог стал одним из людей. That is spectacular. Это поразительно, чудесно. That's the center of the Christian faith. Это самый центр, самая середина, It самое is сердце clearly христианской веры. supernatural. Это, очевидно, сверхъестественно. But it is not irrational. Но это не иррационально. Science and rationality are not the same thing. Наука и рациональность совершенно не одно и то же. Здорово. Хотелось бы также узнать о вашем также новом фильме, который вот получил широкую огласку, и я знаю, что в западных странах его совсем недавно транслировали. Хотелось бы узнать, вот, как создавался этот фильм. Он называется «Против течения», насколько я понимаю. И вот какие цели он преследует и о чем повествует. Вот я надеюсь, что он в ближайшее время будет также переведен и на русский язык, и мы все ждем его. Но вот пока что вот как превью, расскажите нам о нем немного. The film is called Against the Tide. Этот фильм называется «Против прилива», «Против потока». It is a documentary really about my life challenging atheism and naturalism. Это документальный фильм. Это фильм, который бросает вызов натурализму. It is filmed in two places. Firstly, in Oxford, and secondly, in the Holy Land. Он снимался в двух разных локациях. Во-первых, в Оксфордском университете, а во-вторых, в Святой Земле. And it deals with two big questions. И в этом фильме мы касаемся двух больших вопросов. Firstly, is there a conflict between science and God? Во-первых, есть ли противоречие, конфликт между наукой и Богом? And I argue that there is not. Я утверждаю, что такого конфликта нет. And the second part of the film deals with a further question. И вторая часть фильма посвящена следующему вопросу. In the first part, I argue that science can give us evidence of the existence of God. В первой части я показываю, что наука может дать нам свидетельство в пользу существования Бога. But that leads to a logical question. Но отсюда вытекает логический вопрос. I'm not only a scientist who believes in God, I'm a Christian who is a scientist who believes in God. Я не просто ученый, который верит в Бога, я христианин, ученый, который верит в Бога. And it's perfectly right to ask the question, why are you a Christian and not just a theist? И поэтому существует вполне оправданный вопрос, почему вы
именно христианин, а не просто теист. And the answer to that is found in the history and nature of Christianity. And so we go to Israel. И ответ на этот вопрос мы находим в природе, в сути и в истории христианства, именно поэтому мы поехали в Израиль. Now, the person who is in dialogue with me in this film is a very famous Hollywood actor. И человек, который ведет со мной диалог на протяжении этого фильма, это очень известный голливудский актер. He is Kevin Sorbo. Его зовут Кевин Сорбо. And he was the star in many series of television films, Hercules and Andromeda. Он был главным героем во многих телевизионных сериалах, в том числе «Геркулес», «Андромеда». The film has been launched in some cinemas in the USA last couple of weeks. На протяжении последних нескольких недель фильм вышел в прокат в нескольких кинотеатрах в США. And very soon it will appear in Blu-ray and DVD. И очень скоро он появится на Blu-ray и DVD-дисках. And there are plans to have it subtitled in many languages, including Russian. Есть план сделать к нему субтитры на многих языках, включая русский. I hope you're able to see it fairly soon. И я надеюсь, что вы очень скоро его сможете увидеть. Мы тоже все надеемся и верим, что посмотрим этот чудесный фильм, о котором уже есть много отзывов в интернете. Вот в прошлый раз, вот в предыдущем вопросе, вы затрагивали тему моральной стороны человека, да, и почему вот искусственный интеллект, он не может решить проблему вот этой моральной стороны. Вот давайте поговорим о проблеме зла. Вот вы совсем недавно написали книгу, где Бог в коронавирусном мире, которая была переведена на русский язык, она очень короткая. И вот расскажите о вашем подходе к решению проблемы зла. Вот, считаете ли вы, что коронавирус вот сейчас это как Божье наказание? Или же почему Бог допускает зло такого рода? Вот, как вы подходите к решению этой сложной проблемы? Это вопрос номер 5. That is the most difficult question for anyone. Это один из самых сложных вопросов для любого человека. Not simply for Christians, but for other people as well. Не только для христиан, но и для людей вообще. We live in a world which is characterized by two opposite things. Мы живем в мире, которому свойственны две противоположные характеристики. Beauty. Красота. I have a telescope in my garden and I go and look at the Andromeda galaxy. It's magnificent. У меня в саду есть телескоп, и я смотрю на галактику Андромеды, и она прекрасна, великолепна. But then I come in and see on television people dying from coronavirus. Потом я захожу к себе в дом и смотрю по телевизору репортажи о том, как люди умирают от коронавируса. So this is a very big question. Так что это очень серьезный, сложный вопрос. And in this kind of context, I can say very little. И в этом контексте я мало что могу сказать. But I think my little book is now in Russian, so that you can get access to it, probably on the internet. Но я думаю, что моя книга сейчас уже есть на русском языке, и вы можете прочитать ее, возможно, даже в интернете. But let me say a couple of things. Позвольте, я скажу несколько вещей. There are two problems of evil. Существуют две разные проблемы зла. Firstly, moral evil. Во-первых, это нравственное зло. The bad things people do to each other. Зло, которое люди причиняют друг другу. But then there is what we call natural evil. Есть еще так называемое природное зло. Earthquakes, coronavirus, cancer, and so on. Землетрясение, коронавирус, рак и так далее. And we see both in our world. И то, и другое мы видим в нашем мире. Some people say, well, that just shows that God does not exist. Некоторые говорят, это доказывает, что Бога нет. But Dostoevsky can help us here. Но здесь Достоевский может нам помочь. It can't be that simple. Все не может быть настолько просто. Because we saw before that if you remove God, then you remove a base for morality.
Потому что мы уже видели, что стоит нам убрать Бога, как исчезает само объективное основание нравственности. Now, I have debated Richard Dawkins a number of times, Я несколько раз встречался на дебатах с Ричардом Докинзом, and his atheist view of the world is this. и его атеистическая картина мира выглядит таким образом. This universe is just what you'd expect it to be, Эта вселенная такова, какой вы ожидали бы, чтобы она была. if at the bottom there is no good, no evil, and no justice. А если в основе ее не лежит никакого Бога, никакого добра, никакой справедливости. And then he later says, DNA just is, and we dance to its music. И потом он говорит, что DNA просто танцует под свою собственную музыку. Well, if that's the case, if there's no good and no evil, you cannot talk about the problem of evil. Excuse me? If there is no good and no evil, you cannot speak of a problem of evil. Если не существует объективного добра и зла, вы не можете говорить о проблеме зла. Atheism is no solution, therefore, intellectually. И атеизм поэтому не предлагает никакого разумного логического решения. Atheists who say that evil shows them that there is no God think they have solved the problem. Атеисты, которые говорят, что атеизм подсказывает им, что Бога нет, они думают, что решили проблему. But I noticed that their solution still leaves the problem there. Но я заметил, что их решение вовсе не устраняет проблему, проблема остается. But it does remove all hope. Однако их решение устраняет всякую надежду. That is all ultimate hope. То есть всякую окончательную, высшую надежду. Because for the atheist, death is the end, so there's no ultimate hope. Потому что для атеистов смерть — это конец пути, и никакой высшей, дальнейшей надежды просто нет. But when we turn to the Christian response to this, Но когда мы начинаем думать о христианском ответе на проблему зла, first of all, as a Christian, I see the problem. прежде всего, я как христианин понимаю проблему. It's a huge problem. Это очень большая проблема, огромная проблема. And it's a problem in two ways. И у этой проблемы есть две стороны, два аспекта. One, it's an intellectual problem, Во-первых, это проблема интеллектуального порядка. particularly for people who are not suffering, В особенности людей, которые сами не испытывают страданий, but who are watching suffering. но которые видят, как страдают другие. But then there is the problem, emotional and personal, for those who are suffering. Но, во-вторых, есть личностная, эмоциональная проблема, с которой сталкиваются те, которые переживают страдания. And there are no easy answers. И легких, простых ответов на эти вопросы нет. Now, I could say a great deal, but I'm only going to mention one particular thing. Я много чего мог бы сказать, но хочу упомянуть только об одной очень конкретной вещи. In this connection, people often say, look, if God is good and all-powerful, how can you have evil in the world? В этом смысле, в этой связи люди говорят, если Бог всемогущий, если Он благ, если Он есть, то почему тогда в мире существует зло? Surely an all-powerful God could have made a world without these things. Конечно, всемогущий Бог мог бы создать мир, в котором никакого зла не было бы. Well, that's true. Это правда. And you say, really? И вы говорите, да? Well, think about it. Ну, подумайте. Подумайте Suppose сами. God made a world of robots Представим себе, что Бог создал мир, населенный роботами, that only do what they're programmed to do, and it's Которые- always good. которые делают только то, на что они запрограммированы, они больше ни на что не способны. I mean, we can make robotic worlds ourselves that do Собственно, what мы- we tell them to do. Собственно, мы и сами можем создать мир, населенный роботами, которые будут делать то, что мы им скажем. Let me put it this way. Позвольте мне сформулировать смысл таким образом. A world in which evil was not possible would not have you in it.
В мире, в котором зло не было бы возможно, не было бы и вас. You see, well, let me tell you, I have 3 children Давайте я вам расскажу. У меня есть 3 детей and I have 10 grandchildren, и 10 внуков. but that's not relevant to this point. К моей мысли это не имеет отношения. My first child, a little girl, I remember when she was born, I held her. Мой первый ребенок, девочка, я помню, когда она родилась, я держал ее в руках, And suddenly I had a strange thought. и неожиданно мне в голову пришла странная мысль. You could grow up to reject me. Ты можешь вырасти и отвернуться от меня. Why have children? А зачем же тогда рожать детей? Well, that's an important question, isn't it? Это важный вопрос, не правда ли? And many of us are or will be parents. И многие из нас однажды станут родителями. We will take the risk of having children. И когда у нас будут дети, мы возьмем на себя определенный риск. It's a risk because the children will be in our image. They'll be moral beings with a certain freedom of action and will. Это будет риск, потому что дети будут созданы, родятся по нашему образу и подобию, они будут обладать определенной свободой действия и воли. The greatest gift that God has given you Самый великий дар, который Бог вам дал, is the capacity to say yes or no. это способность сказать да и нет или нет. Because if you didn't have that, you would be in a world without love. Потому что если бы у вас не было такой способности, вы жили бы в мире без любви. Robots cannot love. Роботы не умеют любить. You would be in a world without morality. Вы были бы в мире, в котором нет морали. But because we are in a world where morality and love is possible, evil is also possible. We can choose wrongly. Но поскольку мы живем в мире, в котором мораль и любовь возможны, в этом мире возможно и зло, мы можем сделать неправильный выбор. So there is a deeper question to ask. Поэтому на самом деле мы можем задать гораздо более глубокий вопрос. God took a risk in creating us. Бог пошел на определенный риск, создав нас. But did he make provision for the circumstance where things went wrong? Но предпринял ли он какие-то заблаговременные меры на тот случай, если все пойдет не по правильному сценарию? And the answer is he did. И ответ – да, он это сделал. And here is where Christianity once more is unique. И в этом отношении христианство опять совершенно уникально. At the heart of the Christian faith is a cross. В самой середине, в самой сердцевине христианства находится крест. The claim is that Jesus is God incarnate. И христианство утверждает, что Христос – это воплощенный Бог. So we can ask, what is God doing on a cross? И мы можем задать вопрос, что Бог делает на кресте. Well, it certainly shows at least that God has not remained distant from the problem of evil. И как минимум это показывает, что Бог не устранился, не самоустранился от проблемы зла. He has become part of it. Он стал ее частью. That's one side of the story. И это один аспект истории. The other side of the story is that Jesus rose from the dead. Второй аспект истории – это то, что Иисус воскрес из мертвых. And that is where we get hope. Именно здесь мы находим надежду. You see, atheists have nothing to say to coronavirus victims. Атеистам нечего сказать людям, которые пострадали от коронавируса. But Christians do. Христианам есть что им сказать. Now, I am 77. Мне 77 лет. I'm locked down at home with my wife because we are highly vulnerable to this virus. Я вынужден оставаться дома, я и моя жена, потому что мы очень многим рискуем от коронавируса, мы очень подвержены его воздействию. And if I catch it, it would probably kill me. Если я заражусь, возможно, я не выживу, умру. But I have hope. I know that I will go to be with Christ in another world.
Но у меня есть надежда, я знаю, что я буду со Христом там, в другом мире. That is a tremendous hope to have. И это совершенно удивительная надежда. Oh, but you say, it's all right, just wait until it happens and we'll see where your hope is. А вы скажете, ладно, подождем, посмотрим, увидим, оправданной будет твоя надежда. You make a mistake И because тут, I nearly died once before. и тут вы ошибетесь, потому что в моей жизни уже был момент, когда я практически умер. Because my heart blocked completely. Мое сердце полностью остановилось. And it was so serious that I had to say goodbye to my wife. Это было настолько серьезно, что мне пришлось попрощаться с женой. Because the doctors did not expect me to survive. Потому что врачи не ожидали, что я выживу. The interesting thing is I had complete peace. Интересно, что я испытывал совершенный мир, покой. I knew I would see her again. Я знал, что мы снова увидимся. I knew that I would survive death. Я знал, что смерть для меня не конец, я переживу смерть. So I've already been there. I've Поэтому- experienced that God fulfills his promises to be with Поэтому us. я уже был там, я уже увидел, понял, убедился, что Бог исполняет свои обещания. Now, there are no simplistic answers to the problem of evil. На проблему зла нельзя дать упрощенный, простой ответ. There's a deep mystery. Это очень глубокая тайна. And when I was a student, we used to have long discussions. Surely, if God is good and all powerful, that there would be no evil and he would stop it all. И когда я был студентом, мы вели очень длинные дискуссии на тему о том, что если Бог благ и всемогущий, он, конечно, положил бы конец этому злу. But you know, we never got a satisfying answer to those discussions. Never. Но во всех этих дискуссиях и спорах мы так и не дошли до ответа, который дал бы нам удовлетворение. Ни разу. Now, I'm a mathematician, Я математик. and when you cannot solve a problem or answer a question, the best thing to do is to change the question. И в математике, если ты не можешь ответить на вопрос или решить задачу, самый лучший путь – это изменить вопрос. There is another question we can ask. It is very difficult also. Есть другой вопрос, который мы можем задать, и он тоже очень труден. And it's this. Он звучит таким образом. We all face a mixed world. Beauty and bombs, I call it. Beauty and barbed wire, beauty and evil. Мы все сталкиваемся с реальностью мира, в котором одновременно существует красота и бомбы, как я это называю, красота и колючая проволока, красота и зло. We've got to accept that. Мы должны с этим смириться, мы должны это принять. So here is my question. И вот мой вопрос. Granted that it's like that, is there, granted that it's like that, Принимая во внимание, что это так, is there any evidence anywhere that there is a God that we could trust with it? есть ли где-то какие-то свидетельства того, что существует Бог, которому мы в этой ситуации можем довериться? Now, that's not an easy question, Это непростой вопрос. but it has an answer, I believe. Но я убежден, что на него есть ответ. That the evidence that we have in the New Testament about Jesus Новозаветные свидетельства об Иисусе and the evidence of Christian experience through the centuries and today и свидетельства христианского опыта, опыта христианской жизни в предыдущие века и сегодня, and living as a Christian for over 60 years for me, а также моя собственная жизнь как христианина на протяжении более 70 лет, I can trust God with the answer to this problem ultimately. убеждает меня в том, что я в конечном итоге могу довериться Богу в ответе, отвечая на этот вопрос. Only in Christianity do I find evidence strong enough to rest my life on it. Только в христианстве я нахожу достаточно
убедительные свидетельства, на которые я могу положиться и поставить свою жизнь. У нас осталось очень мало времени, и у нас буквально 5 минут. Доктор Леннокс, хотелось бы вам задать последний вопрос. Вот ученый-христианин, вот насколько трудно сочетать в современной науке открытое исповедание веры в Христа и в то же самое время оставаться вот настоящим ученым? Вот какой вы можете дать совет молодым ученым, молодым людям, которые хотят заниматься наукой и в то же самое время остаться преданными Христу людьми? You will have to explain that question to me. Это вопрос 10. Вам придется немножко объяснить мне суть вашего вопроса. Which number is it? Which number? Какой это номер? Number 10. Last question, number 10. Okay. I will have to give a short answer because our time is nearly done. Мне придется дать короткий ответ, потому что наше время почти истекло. Some recommendation for young people. Какая-нибудь рекомендация для молодых людей? Certainly. Конечно. So, a couple of points. The first is this. Пара моментов. Первый из них такой. Where did modern science come from? Откуда появилась современная наука? Well, the pioneers, Galileo, Newton, Kepler, were all believers in God. Первопроходцы Галилей, Ньютон, Кеплер, все они верили в Бога. And C.S. Lewis explains the connection between Christianity and the rise of modern science. И Клайв Льюис объясняет связь между христианством и происхождением современной науки. He said men became scientific because they expected law in nature. Он говорит, люди стали заниматься наукой, приобрели научное мышление, потому что они ожидали увидеть закономерности, законов And they природы. expected law in nature because they believed in a lawgiver. И они ожидали увидеть закономерности в природе, потому что они верили в существование законодателя. And that close connection between the rise of modern science and Christianity is admitted by most philosophers and historians. И большинство историков-философов признают эту тесную связь между христианством и происхождением современной науки. My own University of Oxford is a Christian foundation. Мой собственный университет, Оксфордский университет, это христианское заведение. Its motto is Dominus Illuminatio Mea, the Lord is my light. Девиз этого университета Dominus Illuminatio Mea, то есть Господь есть мой свет. So that's point number one. There's a close historical connection То есть вот мысль between первая. faith in God and science. Есть очень тесная историческая связь между христианством и современной наукой. And it's important to see why that is. И очень важно понять, почему это так. You see, if you believe that this universe is created by a rational God, Если вы верите, что эта вселенная была создана разумным Богом, then that legitimizes science. You want to find out how God did it and what he has done and how it works. это оправдывает существование науки, потому что вы хотите понять, как Бог это сделал, как это все работает. Many people today think that science and religion are in conflict. Многие люди думают, что между наукой и... Многие люди сегодня думают, что между наукой и христианством есть конфликт. They think that the God explanation and the science explanation are in competition with each other. Они думают, что наука и вера в Бога конкурируют друг с другом. And that's a profound mistake. И это чудовищная ошибка. Here's a simple illustration. Вот очень простая иллюстрация. Why is the water boiling? Почему вода кипит? It's boiling because the heat energy from the gas is agitating the molecules of water, and so it's boiling. Она кипит потому, что энергия, происходящая от горения газа, возбуждает молекулы воды, и вода кипит. That's the scientific explanation.
Это научное объяснение. But it's boiling because I want a cup of coffee. Но она кипит, потому что я хочу выпить чашку кофе. Now just think about that. Просто подумайте об этом. Two explanations for the same phenomenon. Два разных объяснения одного и того же явления. One is scientific, Одно научное, and the other is in terms of a personal agent, my desire for a cup of tea or coffee. а второе объяснение с точки зрения личностного агента, действующего лица, моего желания выпить чашку кофе. Do those explanations conflict? No. Противоречат ли друг другу эти объяснения? Никоим Do образом. they compete? No. Конкурируют ли они друг с другом? Никоим образом. They complement each other. Они дополняют друг друга. And notice this, both explanations are necessary for a full understanding of what is happening. И обратите внимание, оба объяснения необходимы для полноты понимания того, что происходит. Science doesn't explain everything, even about that. Наука не объясняет всего, даже в этой ситуации. Now, let's translate that to the higher level. Давайте ту же самую картинку переведем на более высокий уровень. God no more competes with science А Бог конкурирует с наукой не в большей степени, than Henry Ford competes with the law of internal combustion as an explanation for the motor car. чем Генри Форд конкурирует с принципом внутреннего сгорания как принципом работы автомобильного двигателя. The scientific explanation and the God explanation are different kinds of explanation. Научное объяснение и объяснение, которое предполагает существование Бога, это два разных вида объяснения. Now, I have written a book recently called Can Science Explain Everything? Недавно я написал книгу под названием «Может ли наука объяснить все?». And I hope it is soon being translated into Russian. Я очень надеюсь, что I скоро wrote она it, будет... Очень надеюсь, что скоро она будет переведена на русский язык. because I wrote it for students particularly so that they would understand some of these issues. Потому что я написал ее специально для студентов, чтобы они как раз понимали некоторые из этих вопросов. And in Oxford, you would be surprised that there are many leading scientists who are Christians. И будучи в Оксфорде, вы удивитесь, что есть много ведущих ученых, которые христиане. Now, there are atheist scientists like Richard Dawkins, of course, Конечно, есть ученые-атеисты, такие как Ричард but Докинс, very few atheist scientists are militant like he is. но очень немногие ученые-атеисты настолько воинственные, как он. Some of my colleagues disagree with me, but they respect the fact that I hold the Christian faith to be true. Некоторые мои коллеги со мной не согласны, но они уважают тот факт, что я считаю христианскую веру истинной. Now, I have a book some time ago that you mentioned at the beginning, Miro Воззрения, that does discuss these things in considerable detail. I don't know how available it is now. У меня есть книга, которую вы упомянули в начале нашей беседы, называется «Мировоззрение», в которой я более подробно некоторые из этих вещей рассматриваю. Не знаю, насколько она доступна на русском языке. So I think that's all I can say at the moment. Наверное, это все, что я могу сказать сейчас. Спасибо вам огромное, доктор Леннокс. Для нас большая честь говорить сегодня с вами. И это один из самых интересных эфиров, который у нас был. Я надеюсь, что вам также понравилось, дорогие друзья. Вот читайте книги, которые доступны на русском языке от доктора Леннокса. Мы ждем также фильм. И, возможно, в новом году мы уже займемся переводом дебатов доктора Леннокса, например, с Ричардом Докинсом. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с друзьями и будьте здоровы. Доктор Леннокс, спасибо вам еще раз. Пусть Господь вас благословит еще днями насыщенными, когда вы будете работать и еще радовать нас замечательными и удивительными работами по апологетике, богословию и другим сферам. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, and thank you to the interpreter. I have enjoyed listening to you, sir, and learning Russian during this session. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, да сохранит Господь вас и ваших близких. До свидания. С Богом. До свидания.